Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Весна. Садисты едут в сады и огороды. Кто-то сажает картошку, а кто-то сажает печень. Но для всех пригодится замечательная штучка – карман, сумочка, косметичка, чтобы все нужные мелочи – телефон, ключи, банковские карточки, бумажные платочки, паспорт, помада, пудра были всегда под рукой. Планы огромные, а из чего шить? Накопилось много кромок. Обычно швеи их отрезают и выкидывают, или отправляют в сад подвязывать помидоры. Не, помидорам такую красоту не отдам. Вот вроде бы, зачем их отрезать? Но кромки более плотные. После стирки они сильнее садятся, и изделие деформируется. А если собрать все кромки вместе в одно изделие, может получиться довольно интересное полотно. Для работы воспользуемся кусочком вспомогательной ткани или плотным клеевым флизелином. Примерно определим место, откуда пойдет рисунок. Уложим туда яркий кусочек ткани. Форма может быть любой, но мне удобнее работать с пятиугольником. И начинаем потихоньку его обшивать по спирали нашими кромками. У кромок один край уже обработанный, плотный. Нашивать просто. Пришили, отрезали лишнее, шьем следующий фрагмент. Все на интуиции. Нравится, не нравится. И мы ведь не знаем, какой кусочек нам подойдет по цвету и размеру. Получается уникальное полотно, которое никто не сможет повторить. Даже вы сами. Мы ведь меняемся каждую минуту. И если нам что-то очень нравится сейчас, через пару дней мы выберем уже другое цветовое сочетание. Вы, конечно, заметили, что мне в последнее время очень нравится работать с клеевым флизелином, потому что сделала запас. А теперь фиксируем, укрепляем все горячим утюгом. Остается только подровнять края, убрать лишнюю ткань. Мне нужна заготовка с этой лоскутной вставкой размером с лист пищей бумаги. Примерно прикинем, какой тканью и как будем увеличивать размер. У меня есть остатки обрезки от старых джинсов. Будем использовать их. Естественно, сшивать-соединять лучше прямоугольные детали. Подровняем их и еще проклеим, укрепим клеевым флизелином. Джинсовая ткань у нас стрейч. Без клеевой никак, иначе не будут держать форму. Соединим все детали в одно полотно. Шов самый простой, запошивочный. Накладываем две детали одну на другую, лицом к лицу, но край одной должен выступать на 5 мм. Прокладываем строчку на ширину лапки. Потом детали разворачиваем и отстрачиваем.
Полученную заготовку тщательно проутюживаем и подравниваем края. Для внутренней части вырежем кусок ткани такого же размера. И еще нам понадобится молния. Ее лучше расстегнуть. Совмещаем вместе край джинсовой заготовки, молнию и подкладку. Можно заколоть булавочками. Но если вы новичок, то лучше сначала прошить иголкой с ниткой, а потом уже сделать строчку на швейной машинке. Это соединение можно сразу же развернуть и отстрочить, а потом таким же способом пришить и второй край молнии. Получается довольно интересная конструкция. Надо ее развернуть и вывернуть, и отстрочить и эту сторону молнии. Получается такая труба из ткани. Придадим ей форму, наметим все расстояния. Перед тем, как прошивать края, косметичку выравниваем и зацепим края булавочками. Прямо по лицевой стороне проложим строчку на ширину лапки. Сначала с одной, потом с другой стороны. И еще в этот момент вшейте шнурок. Подрежем, уберем лишнюю ткань. Косметичку надо вывернуть. Тщательно подровняем углы и расправим все швы. А теперь сделаем строчку с внутренней стороны косметички. Таким образом мы спрячем, запечатаем все швы. Остается только все вывернуть на лицевую сторону. И получилась у нас замечательная сумочка, косметичка, карман, органайзер для документов и всех необходимых мелочей. Специально сделали ее плоской, но все равно она очень вместительная. Для удобства можно сделать петлю из шнурка, и тогда этот переносной карман можно носить с собой в виде клатча. Да даже если он будет просто лежать в дамской сумочке, его можно будет легко найти, просто нащупав и потянув за шнурок. Ну, вы понимаете, что я вам дала идею, а у вас все получится гораздо лучше и интереснее, чем у меня. Кстати, мои хорошие, приглашаю всех заглянуть ко мне в гости на платформу Яндекс.Дзен. Сейчас я стала там писать статьи, размышляю о разных разностях жизни. И, конечно же, всех жду в своих группах, в гостях у Полины, ВКонтакте и Одноклассниках. Там вы можете размещать фотографии своих работ, спрашивать совета, делиться опытом. Ссылки на все группы находятся в описании под видео. Ставьте классы, пишите комментарии, делитесь моим видео в соцсетях. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!